Здравствуйте! Это канал Herbals.ua, и сегодня мы поговорим о таком целебном растении, как эхиноцея. Поддержите наш канал лайком и подпиской. Это позволит нам делать больше интересного контента. Итак, эхиноцея – лечебные свойства. Эхиноцеей называют многолетнее растение семейства астровых. Несмотря на то, что родина растения находится на востоке североамериканского континента, высокие стебли травы, увенчанные пурпурно-розовыми соцветиями, можно встретить на территории большинства наших приусадебных участков. Для многих любителей садоводов эхиноцея или рудбекия – это, прежде всего, декоративное растение. Тем не менее, о лечебных свойствах цветка известно даже людям, далеким от садоводства. Что неудивительно, на основе экстракта травы создано немало популярных лекарственных средств. Своими лечебными возможностями растение обязано богатому химическому составу. Благодаря наличию эфирных масел, витаминов А, С и Е, органических кислот, природных антимикотиков, гликозидов, дубильных веществ, антиоксидантов и таких микроэлементов, как железо, селен, кремний и кальций. Общая польза эхиноцеи приравнивается к действию нескольких лекарственных средств, включая поливитаминные комплексы и антибиотики. Применение растения обеспечивает лечебный результат сразу в нескольких направлениях. Активные вещества эхиноцеи пурпурной участвуют в кроветворении, стимулируют формирование костей, ногтевых пластин, волос и зубов, предупреждают старение клеток, препятствуют развитию опухолей, активизируют синтез интерферонов и повышают иммунитет, связывают свободные радикалы и токсины и способствуют их выводу, поддерживают процессы восстановления поврежденных тканей, усиливают защитный потенциал печени. Характерно, что в отличие от других лекарственных трав, фармакологический интерес представляют все наземные части эхиноцеи пурпурной, и соцветия, и стебли с листьями. При каких заболеваниях помогает эхиноцея? Мощное воздействие активных компонентов эхиноцеи пурпурной позволяет усилить терапевтический эффект при лечении большинства инфекционных заболеваний, включая венерические, а также при обострениях неврологического характера. Применение экстрактов растения показано при респираторных и вирусных заболеваниях, гриппе, ОРЗ, болезнях с хроническим течением, гепатитах, ревматоидных артритах, простатите, нефрите и цистите, поражениях кожи, гнойных ранах, трофических язвах, фурункулах, экземе, псориазе, ожогах, включая солнечные, патологиях лор-органов, рините, фарингите, тонзиллите, синусите, грибковых поражениях, молочнице, трихофитии, инфекционных патологиях, поражении мочевыводящих путей, гонорее, сифилисе, брюшном тифе, скарлатине, менингите, тифе, малярии и дифтерии, вирусе папилломы человека. Кроме того, применение эхиноцеи уместно при септических процессах, укусах пчел, комаров и змей, обострении вируса герпеса, геморроя, онкологических процессах, стрептококковых инфекциях, а также головных болях и головокружениях. Эхиноцея для иммунитета. Благодаря мощным иммуномодулирующим свойствам, трава эхиноцеи признана во всем мире, как одно из самых эффективных лекарственных растений для усиления иммунитета. Воздействие травы выражается в повышении устойчивости клеток к поражению патогенными микроорганизмами. Эхиноцея пурпурная не только препятствует проникновению микробов сквозь клеточную мембрану, но и блокирует саму возможность их распространения по организму. Эхиноцея пурпурная не только препятствует проникновению микробов сквозь клеточную мембрану, но и блокирует саму возможность их распространения по организму. Более того, активные вещества травы способствуют увеличению количества лейкоцитов в крови, усиливают фагоцитарные процессы и стимулируют выработку иммуноглобулинов. Польза для эхиноцеи и детей. Наиболее успешное и распространенное применение эхиноцея пурпурная получила при лечении детских респираторных заболеваний, усиливая сопротивление организма к поражению вирусной инфекцией. Растение позволяет не только сократить период выздоровления, но и укрепить иммунную систему. Не менее эффективно экстракты растения используются для профилактики детских болезней. При онкологии. Благодаря существованию таких растений, как эхиноцея пурпурная, возможность излечения рака травами приобрела реальные перспективы. Доказано, что употребление средств из эхиноцеи останавливает развитие злокачественных образований уже в начальной стадии. Один из компонентов в составе травы, гликопротеин, обладает способностью прямого воздействия на атипичные клетки. Кроме того, общее воздействие активных компонентов в составе растения обеспечивает мощную поддержку иммунной системы, увеличивает количество фагоцитарных клеток, стимулирует синтез интерферона, усиливает функционал Т-лимфоцитов, способствует производству иммуноглобулинов, нейтрализующих действие антигенов. Употребление средств на основе эхиноцеи – отличный способ профилактики онкологических заболеваний. При беременности. Известно, что будущим мамам противопоказано большинство традиционных лекарственных препаратов, поэтому предпочтение обычно отдается средствам на растительной основе.
А так как эхиноцея входит в список наиболее популярных иммуномодулирующих растений, то ее выбирают в первую очередь. Однако мнения медиков по этому поводу не так однозначны. Причина в том, что исследований влияния эхиноцеи на развитие беременности и плода проводилось крайне мало. И хотя определенных противопоказаний к лечению эхиноцеей беременными выявлено не было, врачи не рекомендуют применять средства на основе растения более недели. Эхиноцея при простуде. Важнейшим свойством эхиноцеи считается способность укреплять иммунитет и поддерживать организм в борьбе с патогенами. Применение растения во время простуды позволяет задействовать весь богатый состав растений и таким образом повысить уровень сопротивляемости к любым микроорганизмам, включая вирусы. Исследования ученых показали, что регулярный прием экстракта эхиноцеи снижает вероятность развития простудных заболеваний на 55%. Инструкция по применению эхиноцеи. Воспользоваться целебной силой эхиноцеи пурпурной можно посредством употребления отвара, настойки и чая из растения, или использовать готовые аптечные средства на его основе. Настойка эхиноцеи. Эхиноцея настойка – лекарственное средство, созданное на основе вытяжки из корней растения и этилового спирта 60%. Кроме того, спиртовая настойка эхиноцеи может быть изготовлена в домашних условиях. Для этого 4 части измельченного растительного сырья заливают одной частью спирта крепостью 70% и выдерживают в течение месяца. Принимать такую настойку нужно по 15 капель перед едой, добавляя в чай или разбавляя водой. Применение настойки показано пациентам, склонным к частым респираторным заболеваниям и больным с медленно заживающими трофическими язвами. Отвар из эхиноцеи. Отвары и чаи из эхиноцеи пурпурной готовят в домашних условиях. Для приготовления отвара берут 10 граммов сухого растения и 500 мл воды. Средство доводят до готовности при слабом кипении, затем настаивают около 3 часов в теплом месте и процеживают. Принимать отвар из эхиноцеи нужно перед едой. Детям до 7 лет – 1 столовая ложка. Детям с 7 до 14 лет – 2-3 столовых ложки в течение 2 недель. Разовая доза для взрослых – полстакана отвара. Эхиноцея – побочные действия. В случае индивидуальной непереносимости пациентам активных компонентов растения, применение лекарственных средств с экстрактом эхиноцеи может вызвать развитие побочных реакций. Характерными признаками аллергии считаются крапивница, эритема и зудящие высыпания по всему телу, кашель, насморк, чихание, тошнота, рвота, диарея, слабость, чувство усталости, головокружение, головные боли. Наиболее выраженным проявлением побочных реакций считается отек. При появлении малейшего недомогания после приема средств на основе эхиноцеи необходимо прекратить прием препарата и срочно обратиться к врачу. Противопоказания к применению эхиноцеи. Оптимальный лечебный эффект при приеме эхиноцеи достигается только в случае полного соблюдения врачебных рекомендаций. Медики считаются нежелательным применение средств на основе растений в следующих случаях: при туберкулезе, после пересадки органов, если в анамнезе пациента есть аллергические реакции на растения семейства сложноцветных, ромашки, хризантемы, бархатцы, при дисфункциях печени. Категорически противопоказано применение эхиноцеи при аутоиммунных и системных патологиях, лейкозе, СПИДе, ВИЧ-инфекции. Также не стоит применять средства на основе обсуждаемых растений в качестве дополнительного иммуномодулятора при приеме лекарственных препаратов с аналогичным действием. Эхиноцея пурпурная – удивительный дар природы, способный восстановить здоровье только при условии разумного подхода к лечению и под бдительным врачебным контролем. Приобрести эхиноцею и другие товары для здоровья и долголетия вы можете в нашем интернет-магазине Herbals.ua. Ссылка будет в описании. А если видео было для вас полезным, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк.